Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. Сегодня мы пройдемся по парку камней. Мне его уже несколько раз рекомендовали поснимать, погулять здесь. Что мы сегодня и сделаем. Вернулся я в Минск, прошел мой отпуск, наснимал кучу материала про Быхов. Буду делать видео. Но пока есть время, решил снять этот парк камней. Это натурально парк с камнями, с валунами. Здесь еще сделаны разные таблички. Пройдемся, посмотрим, поснимаем. На табличках какая-то интересная информация будет. В общем, смотрите. Здесь у нас еще один вход, получается, и карта. Карта всего места. Мы двинемся дальше. Посмотрим, что там есть еще. Тут у нас натурально сделаны холмы, на которые возведены валуны. Табличка с указанием маршрута. Там еще несколько их. Минское узвышье. Так, забрался я на один из камней. Спустимся. Пройдем здесь. Минское море. Подписано. Хорошо, идем дальше. Новогрудское узвышье. Прикольно сделано. Оригинально. С камнями. Составлены такие композиции.
Все расписано, подписано. Так, пойдем сюда. Сегодня 11 августа и очень ветрено сейчас в Минске. Рух по течению реки Припять. Ну и вот здесь такая композиция. Подойдем к вывеске, посмотрим, что на ней есть. Здесь у нас легенды и былины о валунах. Можно поставить на паузу, почитать. Я думаю, можно разобрать. Ну и здесь, похоже, то же самое. Так, у нас по правую руку зона камень у 10 человека, а здесь у нас что-то, наверное, вроде парковки. И вот интересно, с той стороны детская площадка. Ну а там дальше как будто бы просто лес, но уже без камней. Просто трава. Ну, значит, вернемся назад. Пройдем сюда. Здесь у нас такая композиция. Круглые камни и распил камня. Так, идем дальше. Еще у нас дальше есть одна вывеска, табличка. С текстовкой, с описанием чего-то. Написано «Культовые камени». Подойду, тоже можно почитать, кому интересно. На паузу поставить. Ну, в общем, как и предполагалось, здесь просто один из входов со стоянкой. Сейчас вернемся назад, продолжим уже там. Так, вернулся я назад. Сейчас посмотрим, что у нас здесь еще есть. Вот здесь дорожку сопровождают камни по левую сторону.
Здесь очередная композиция. Рух по теченню Дніпра Бухського канала. Ну, тоже композиция из камней. Межа Сорського оледянення. Вот вдоль дорожки этой по левую сторону выложены камни. Так, пройдем дальше. Ну, согласно табличкам, здесь у нас зона аллея валунов, а здесь зона карта. Какая-то текстовка есть, нужно почитать. Так, идем дальше. Так, ну здесь у нас некое углубление и выложено камнями наверху. Но там я, похоже, заходил. Так, ну, по идее, мы тут все обогнули, посмотрели. Еще меня интересует. Ну вот можно еще сюда забраться. Композиция озера Нарочь. Такое углубление сделано. Рух по течению реки Вилья. Рух по течению реки Свислочь. Так, здесь ступеньки, пройдемся по ним, поднимемся. Ашмянское узвышше.
В общем, весь парк у нас сделан из таких композиций. Все они подписаны. Так, здесь мы были, но меня еще интересует сами окраины парка, там где лесная зона пошла. Вот сейчас мы туда направимся, посмотрим, что у нас там есть. Там тоже тропинки, интересно будет посмотреть. Скорее всего, там уже не будет камней этих волнов. Ну, убедимся. Рух по течению реки Шара. Так, мы сейчас повернем направо. Там свернем в лес. Так, ну пойдем прямо по траве. Пришлось вернуться назад немножко, потому что здесь есть дорожка, тропинка в лес. Пойдем по ней. Ну, в общем, как и предполагалось, здесь уже лес идет. Здесь посажены молодые деревца. Такая полянка. Там уже дома начинаются. Сверился я по карте. Все так и есть. Сейчас мы вернемся, наверное, снова к музею камней. Там заснимем, что еще не засняли, оставшиеся. Итак, вернулся я, получается, назад к этой мини-стоянке здесь справа. Будем двигаться по этой дорожке. В общем, что я отметил для себя, то есть этот парк по периметру просто отгорожен валунами. Это его границы оставлены так. Что если выходите за границу этих камней, что здесь справа, то получается парк, музей этих камней заканчивается. Так, свернем сюда, здесь и снимем. Вдалеке молодые люди фотосессию делают на камнях. Здесь очередная композиция. Так, мы продолжаем дальше идти. Выйдем на тропинку, пойдем вдоль периметра. Что меня интересует, там еще дальше должен быть
перекресток из тропинок. И он такой круглой формы. Вот, кстати, вот он и появляется. Посмотрим еще здесь его. Ну, в центре очередная композиция из камней. Очень ветрено сегодня. Ну, здесь у нас справа еще один вход получается. Ну и эти дорожки круглые. Ну, по периметру видны камни, которые ограничивают весь парк. Идем дальше. Еще тропинки, кустарники. Здесь у нас вывеска какая-то. Почитаем. Лунопетрографичный сбор. Идем дальше. Здесь возвышенность, тоже камни разнообразные. Тропинки проложены. Так, у нас здесь вывеска «Рух по течению реки Сош». В общем, такая у нас мини-карта сделана с разными направлениями реальных природных объектов. Рух по течению реки Днепро. Можно подняться. Так, ну сберемся на этот холм. Холм с березами. Очередная композиция. Рух по течению реки Березина.
Рух по течению реки Десна. Ну, вот такой у нас сегодня ролик получился. Такой в Минске музей камней. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч.